Smart Money. Какие умные слова. И если вы заметили здесь тавтологию, значит вы точно сможете понять то, о чем я буду сегодня говорить. PVG, Supply Demand, Breaker Block, Mitigation Block, ликвидность, структура, IDM. Не надоело слушать все эти определения? Я предлагаю вам сейчас на несколько минут представить одну вещь. Что если использовать только один инструмент? Order Block. Поговорим о нем максимально подробно. Вы на канале Ментра. Добро пожаловать! Давайте честно. Большинство трейдеров это не новички, которые в первый раз посмотрели на график. Это люди, которые так или иначе постоянно в рынке. Если на работе, то с телефона, если дома, то с ноутбука или компьютера. Некоторые ночью просыпаются, чтобы посмотреть график биткоина. Они знают, что такое ликвидность. Слышали про Smart Money. Могут объяснить, почему цена упала или выросла, когда она уже упала или выросла. И самое интересное в том, что они делают все правильно. То, как учили в Ютубе, на форумах, в телеграм-каналах и даже в книгах. Но остается какое-то ощущение, что рынок вообще другой. Вроде все понятно, но в самый важный момент чего-то не хватает, и в итоге прибыли нет. И тут появляется закономерное желание видеть рынок не по поддержке и сопротивлению, и не по перекупленности и перепроданности, а по логике. Буквально понимать смысл того, что происходит с ценой. С этого момента мы в поиске. В какой-то момент трейдер понимает одну вещь. Он устал не от убытков. Убытки это часть игры, мы все это давно приняли. Этот трейдер устал не понимать, почему здесь цена росла, а вот здесь нет. Почему все вроде сделано правильно, а в сделку не взяло, да? И тут начинается самая большая проблема, и приходит осознание, что решается она не новой стратегией или новым курсом. Этого уже пройдено на самом деле достаточно. Тогда чем? Приходит идея оставить только что-то одно. Все индикаторы убираются, все с графика удаляется, и остается мысль. Что если использовать только Order Block? Начнем с простого. С того, как Order Block понимают чаще всего. Классический Order Block это последняя падающая свеча перед сильным импульсным ростом, либо наоборот. Отмечать можно как угодно, это не принципиально важно. Либо по тени, либо по телу. И тут логично возникает вопрос, почему эта зона вообще должна работать. И ответ не в самой свече, не в том, как она построена, как она выглядит, вообще не важно. Ответ в том, что в ней происходило. Так как эта свеча падающая в данном случае, мы можем закономерно и логично предположить, что здесь были определенные продажи со стороны участников рынка, которые надеялись, что цена дальше пойдет вниз. Но цена за счет силы покупателей выросла наверх, и все сделки, которые открывались в этой свече в продажу, они в убытке. И эти участники при возврате цены в эту область захотят закрыть свои убыточные позиции, а закрытие сделки на продажу, как мы знаем, это покупка, которая уже давит цену наверх. Так появляется первая логика, почему Order Block вообще имеет смысл. Потому что про простое размещение заявок на покупку крупным капиталом верится слабовато. Но очень быстро вспоминается, что рынок фрактален, то есть небольшие части чего-то большого повторяют это большое. Рынок редко мыслит двумя свечами, и тут появляется следующий шаг. Смотреть не на одну свечу, а на диапазоны, в которых повторяется логика первого шага. То есть какой-то рост перед импульсным ростом. Да? И мы можем отметить такую зону, которую также можно назвать ордер-блоком на каком-то уже экзотичном таймфрейме. Да, интересно, на дневном мы это увидим? Да, пожалуйста, мы это увидим на дневном таймфрейме, на недельном уже не увидим, но я думаю, логику вы поняли. Очень хорошо эта логика прослеживалась на относительно недавнем падении осенью 2025. Смотрите, здесь был, опять же, рост, да, перед падением. Соответственно, здесь были заблокированы ордера участников рынка, которые надеялись на покупку. Когда цена приходит в эту область, она получает продолжение движения. У нас появляется новая область.
которую можно по праву назвать ордер-блоком, потому что логика повторяется. Также после ухода вниз появляется еще одна новая область, внутри которой более маленькая область, которая работает по той же самой логике. И смотрите, как цена на нее реагирует впоследствии. Да, почему? Потому что эти ордер-блоки, они актуальны. Теперь у нас больше пространства для работы, но эффективности еще недостаточно. Наличие заблокированных ордеров, то есть убыточных сделок, которые хотят закрыть в безубыток, само по себе не дает уверенности в повторном движении. Поэтому на помощь приходит понимание теории рыночного аукциона, которая говорит, что цена двигается только за счет дисбаланса одной из сторон. А самая простая индикация дисбаланса одной из сторон – это Fair Value Gap, ну или сокращенно FVG, о котором вы тоже, скорее всего, слышали. Отмечается он таким вот подобным образом. И именно его наличие в обозначенном ордер-блоке дает нам понимание о том, что в этой зоне может повторно появиться интерес со стороны либо покупателей, либо продавцов, как в данном случае. Да? Вот он самый Fair Value Gap, о котором я и говорил. Таким образом, в обозначенном ордер-блоке у нас уже есть как минимум две важные переменные. Это убыточные сделки, в данном случае покупателей, и дисбаланс со стороны продавцов. Остается одно – снятая ликвидность, которая уменьшит вероятность повторного снятия данного ордер-блока. Как, например, в этом примере. Давайте другим цветом сделаю. Да? В данном примере у нас есть снятие предыдущего фрактала и уход вниз с формированием дисбаланса со стороны продаж, который с наибольшей вероятностью предоставит повторную реакцию продаж внутри него. И опять же зона заблокированных ордеров, которая также у нас выступает преимущественно для продаж. Если хотите увидеть подобное видео про ликвидность, поставьте лайк на это видео и подпишитесь на канал, чтобы его точно не пропустить. Давайте подытожим. Ордер-блок – это диапазон падения со снятием ликвидности с последующим ростом с формированием имбаланса со стороны покупок. Ордер-блок в продаже аналогично. И сделку в данном случае можно открывать от любого места ордер-блока на банальное продолжение движения со стоп-лоссом за его границы. И она будет высоковероятностной. Поэтому да, можно торговать исключительно ордер-блоки. Но даже с этим, даже если вы нашли идеальный ордер-блок, он и ликвидность снимает, и имбаланс образует, но у нас нет понимания, докуда цена может в нем подняться или опуститься, если это ордер-блок в покупке. Да? Исходя из этого, мы будем открываться либо слишком рано, либо слишком поздно, да, либо не успевать вовсе. Но преимущественно сделки у нас будут с очень небольшим соотношением риска к прибыли. Также нет понимания, докуда нам сделку тянуть. Да, это тоже очень сильно ударяет по РР. И абсолютно нет понимания, что делать с безубытком, когда его ставить и ставить ли вообще. Мы получили понимание и кое-какую систему. Но достаточно эффективным трейдинг не стал. Все-таки ордер-блока мало. Благодаря этому видео кто-то станет видеть рынок лучше. Кто-то перестанет смотреть на перекупленность и перепроданность, и кто-то поймет, почему что-то работает, а что-то нет. Поделитесь в комментариях, стала ли вам и понятнее логика настоящего смарт-мани. И если вы в чем-то со мной не согласны, также прошу об этом написать. Это будет интересно обсудить. Также ставьте лайки или дизлайки. И если вы здесь впервые, у меня есть свой телеграм-канал, в котором много контента из жизни. И весь дополнительный материал, который я куда-либо выкладываю, я выкладываю именно туда. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, он будет либо здесь, и подписывайтесь. Титры. А нет, не титры. С Новым годом, дорогие! И хорошего вам 2026. Клянусь, легендарная тема. Мы стояли вон там вот, я сказал, сейчас бы том-яма навернуть очень сильно. И Света увидела хэштег кайф. И Света увидела хэштег кайф, заведение. А Тимофей сказал, так это друг мой открыл, говорит, мы зашли сюда, а здесь том-ям есть. И я сейчас буду кушать том-ям. Новогодние мечты сбываются? Сразу, моментально.